Вот этот дом. Кстати, в этой квартире никто не умирал. Но они явно не хотят этот сраный балкон. Нахера он им нужен? Все это отвратительно и все это визуально мерзко. Вот сделаем топовую хату вот здесь. Арина наконец-то купила помойку, но помойку в красивом районе. Надо превратить эту помойку в что-то хорошее, потому что мы практически в центре. Здесь всего 10 минут до Кремля. Это хороший уже район. Это уже тебе не Строгино, ничего такое. Сова, открывай! Медведь пришел. Вообще, как говорила Арина, квартира должна быть еще с хорошим подъездом. Все-таки люди, когда приходят, даже если квартира хорошая, а подъезд убитый, и там одни наркоманы, то жить-то неохота там. Здесь нормально, здесь чистенько. Здравствуйте. Ой, ты только сильно не пугайся, потому что кому-то из этой квартиры кто-то бежал. Что-то запах, да, какой? Пахнет старостью? Нет, пахнет куревом. Ну да, здесь курили. И не только, наверное. Что здесь только не делали. Смотри, здесь у нас есть... Встроенный шкаф. Слушай, ну я сразу вижу, на стенах это натуральные обои. Да, похоже? Ну, у меня примерно так же были приклеены обои. И меня когда в угол ставили, я делал вот так. Слушай, а тут какая-то необычная планировка. Это же не стандартная хрущевка или что это? Тут предыдущие хозяева сделали перепланировку. А, это перепланировка. Да, то есть раньше вход был вот там вот. За обоями где-то спрятать дверь. Они сделали две отдельные комнаты изолированные. Вот снесли проход. Ну, здесь люкс прям, смотри, арка есть. Ну, за это уже как бы Мосгаз выписал штраф. Кухня не должна быть совмещена с жилой комнатой. 50 тысяч штраф. Бам! Серьезно? Угу. Не тебе выписали штраф? Нет, не мне. Я тут все верну на свои места. Вид из окна прикольный. Вот мне так нравится, на самом деле, когда вот такой вот переулочек, тихий, машинки ездят. Сейчас еще вот эта осень. Ай, вообще люкс. Слушай, ну самый кайф это вот это, да? Это, я так понимаю, Минотти, да, получается? Полиформ? Бог, а не благополучный бог. В своем зарождении. Самая первая модель. Смотри, какие тут прям арт какой-то был. Ой, смотри, это вот так дверь была. И принт модный нынче. Прикольно, смотри, можно, да, изучать человека. Что он делал? Смотрите, у человека были диоптрии. А он прям, типа, сбежал с хаты или что? Вообще выглядел, как будто он бежал отсюда. За сколько ты ее купила? Она стояла за 12 миллионов рублей. Но я сторговалась, у меня наличные, тем более сейчас рынок такой падающий. Я ее взяла за 11 600. А ты вот ту прошлую квартиру за 9 продала в Кальяново. За и как будто вот это и больше, и район лучше. Как будто не было смысла вообще никому покупать в Гальяново ничего. Здесь-то, ну, лучше сильно. Может, сразу поставим цель продать ее за какую-то сумму. Ну, я думаю, что за 17,5. Это самый верх, но это я буду тогда долго продавать. А если мы супер люкс сделаем за 20-ку продашь? А сколько метров здесь? 34. 34 метра, двушка. Пойдем показывать, что тут на 34 метрах. Ну, запах здесь. Ну, пахнет человеком, который здесь жил. Человек, который никогда здесь не мыл ничего. Вонь прям такая дикая. Прям вот. Наверное же человек живет тут. Как вот он? Нифига, еще одна комната на 33 метрах. Да, и вот там за обоями как раз дверь в ту комнату. О, давай дверь откроем. Опять меня Миша за демонтаж объявит 50 рублей. Видишь, дверь замурована? Это дверь скрытого монтажа. Точно. Да, вот это настоящий скрытый монтаж. Смотри, ну у тебя тут дверь люксовая. Я ее, кстати, выставила на продажу. За сколько? За 500 рублей. Ну, я на самом деле тут много чего уже продала. Продала холодильник. А они с самовывозом заберут? Конечно. Типа сами демонтируют? Да. А ты вот это будешь сносить? Нет. Дорого? Нет, просто я Окно не хочу менять придется. Максимально как бы здесь какие-то разрушения делать, чтобы это была не кардинальная какая-то перепланировка. Блин, да тут такой красивый переулок. Как его можно было закрыть таким балконом дебильным? А, ты хочешь просто, чтобы открытый балкон был? Да. Блин, я не знаю. Люди, конечно, ценят застекленный балкон. Да к тебе придут нормальные люди, которые хотят нормальную хату.
Но они явно не Но- хотят этот сраный балкон. Нахера он им нужен? Вот поверь мне, я в квартирах, где у меня вот там не был застеклен балкон, это прям у людей такой стоп-фактор. Блин, Ну ну вот- балкон застеклен. Ну так херово застекленный, он Ну, давай точно спросим никому твоих не нужен. подписчиков, Давайте. кто... Вот здесь вот у меня в телеграм-канале будет голосовалка. Проголосуйте, пожалуйста. Вам вот такой балкон или вот такой балкон? Вам какой больше нравится? Так, у тебя какой бюджет? На какой ты хочешь попасть? Ну, я бы хотела, конечно, 1,5 миллиона вложиться. И что, ее продать, наверное, за 25 можно? Ну, нет, за 25 нет. А что, это же внутри трешки? А Какое? если тут сделать прям люкс? Прям сделать Давай люкс. сделаем прям вообще крутую хату. Прям Прям вообще люкс. Давай заведем эту традицию. Бить на счастье. Начинаем демонтаж. На этом моменте я еще не знаю, на что подписалась. У меня есть всего 1,5 миллиона рублей и 2 месяца. Что из этого вышло? Давайте обо всем по порядку. С демонтажом все просто. Вызываешь профессионалов, они почти не косячат, знают, что надо делать, и после них ничего не нужно исправлять. Это стоило мне 60 тысяч рублей. Еще вчера мы с Мишей так мило проводили время в этой квартире, а уже сегодня там начался демонтаж. Ну, кстати, не шумно, не пыльно. Пойдем уж посмотрим. А из чего будет состоять демонтаж? В этот раз мы начнем с того, что вынесем всю мебель, начнем сдирать обои, пол. Но вообще там ламинат лежит. Просто вчера ты говорила, что там под ламинатом еще 2, 3, 10 слой пола. Скорее всего. Ну, обычно так бывает в этих домах. Но это каждый раз сюрприз, понимаешь? Можно пройти? Здравствуйте. О, да тут пол забетонированный. Отлично. Вот это сюрприз. Это прям отлично, что здесь нет какого-то этого песка со строительным мусором под лагами. Блин, ну смотри, как уже квартира преобразилась. Заезжай и живи. Практически как новостройка от пика в бетоне. И у меня ощущение, что эта квартира еще хуже, чем прошлая. Та выглядела только страшно, Почему? У меня наоборот... а это еще и пахнет отвратительно. Я не чувствую запаха. А ты пошли в другую комнату. Ну, не знаю, Ваня, на самом деле в целом все очень даже прилично. Или, может быть, у меня уже глаз замылился, мне уже кажется, что типа окей. Стала квартира, на самом деле, такая светленькая. И вот то, что у нас здесь уже стяжка есть, это большой подарок для меня и для моего бюджета. Сколько тебе сэкономит денег? Около 60 тысяч. Какой следующий этап работы у тебя? Ну, если стяжка у нас уже есть, значит, будем делать перегородки, возводить новые стены. И забегая вперед, скажу, что эти сэкономленные 60 тысяч мне чуть позже еще очень пригодятся. Потому что главное правило флиппинга – придерживаться баланса сметы. Если что-то вышло дороже на 5 тысяч, значит где-то надо сделать дешевле на 5 тысяч. Но для начала нужно разобраться с планировкой. Я уже сделала замеры на квартире, кое-что мы там немножко демонтируем и изменим. Вот наш исходный план. Здесь я уже нарисовала нашу планировку, все стены, несущие стены и не несущие стены, которые мы можем трогать. Но вот эту вот стену я уберу и немножко ее переделаю. Для этого я захожу в демонтаж, нажимаю «Демонтировать стену», хоба, демонтировать проем. Все остальное мы оставляем на месте, и я перехожу уже в перегородки. И здесь рисую стену. Я не очень люблю, когда стиральная машинка находится в санузле. Он и так маленький, всего 3 квадрата, и не хочется, чтобы он там занимал лишнее пространство. Я нарисовала здесь такую вот небольшую нишу, в которой у нас станет стиральная машина, и доступ к ней у нас будет из коридора. Дальше нам нужно еще нарисовать в большой комнате гардеробную. Это мы тоже сделаем из перегородок спиноблока. Ширина гардеробной у нас должна быть где-то сантиметров 120 минимум. Как раз здесь для этого есть пространство. У нас все стены готовы. Теперь мы можем добавить двери. Мы делаем в гардеробную дверь и добавляем дверь в ванную комнату. Но в ванную комнату не обязательно такая широкая дверь, 80 сантиметров, достаточно будет сделать ее 70. Теперь мы расставляем мебель. Заходим в вкладку «Мебель», и здесь очень удобно. Реально, как в игре Sims 2, или Sims 3. Ставим кровать. Здесь есть вот придиванный столик, вот и вот. И теперь у нас есть понимание, какое у нас место расположения кровати и прикроватных столиков, и мы можем дальше идти расставлять розетки. В общем, в этом планировщике есть абсолютно все, чтобы вам легко все спланировать, да, то есть выключатели, розетки, где вы поставите кондиционер, в общем, все-все-все, и это очень здорово. Кроме этого, здесь есть еще 3D.
похоже уже на Sims 3. Вы реально можете посмотреть, как бы ощутить объем вашего помещения. Самое классное то, что в ремпланере ты можешь не просто нарисовать онлайн еще эту планировку, но и скачать ее в формате PDF, распечатать, повесить у себя на объекте, чтобы это было и перед твоими глазами, вся планировка, там, этап работы и так далее, но и у рабочих, у нашей бригады, они тоже проходили, все это видели. Все, моя планировка и перепланировка готова. Все, я нарисовала в программе Ремпланер, и ссылка на нее будет в описании. Прежде чем возводить новые стены, нужно было разобраться со старыми. Для этого пришлось прибегнуть к грубой силе. И вернулась. Зачем? Да потому что Вова меня заставил стену раздолбать. Я никогда в жизни ничего не ломала, кувалду в руках не держала. И вообще я не разрушитель, а создатель. Ты готова? Знаешь, как это делать? Ну что там сложного, наверное. Мне кажется, ничего сложного. Реально не могу, получается. Офигеть, я себя чувствую Джеки Чаном. Тебе понравилось? Ну нет, если честно. Хотя моментами, наверное, да. Ну что, все, уходим. Не мешаем работать? Да. Мы сюда вернемся уже в квартиру завтра. Состояние от застройщика. Всегда хотела на стенах порисовать. Я кстати, никогда на стенах не рисовала баллончиком. Я была приличным подростком. Никогда не тегала? Нет. Что делала? Сегодня нам уже привезли блоки, и я хочу блоками выложить, где будут стены. Зачем выставлять блоками? Ну, чтобы точно не ошибиться. Одно дело, когда это все на бумаге, а другое дело, когда это все в натуре. И вот мне проще вот эту всю геометрию понимать, когда уже физически все это расставлю. Давай сейчас покажу. Проем двери мы делаем 70, потому что дверь у нас будет 60. Ты такой заходишь сюда, здесь у тебя унитаз, здесь у тебя будет раковина большая с зеркалом, здесь у тебя будет ванна. Это полуванна какая-то? Нет, вот будет прям вот такая вот ванна здесь. Уже более-менее наглядно понятно, как это все будет выглядеть, но по-любому завтра надо будет приехать, когда рабочие начнут выкладывать. Ну, просто чтобы не облажаться, чтобы все было тютелька в тютельку, площадь маленькая, все должно уместиться, за каждый сантиметр будет идти борьба. Теперь все было готово, чтобы начать делать ремонт. Но мой постоянный строитель Серега снова пропал. И теперь мне надо было найти новых. Проходит неделя, вторая, получаю только отказы. Я уже начинаю нервничать, потому что мы сильно отстали от графика. И только на третьей неделе появляется бригада, которая готова взяться за мой объект. И за свою работу эти ребята взяли 450 тысяч рублей. Мы уже начали штукатурить стены. На самом деле в этой комнате есть дверь, которая была за обоями и за штукатуркой. Сначала я хотела ее так и оставить, но потом, конечно, мне немножко совесть заиграла, плюс мастера сказали, ну что-то вот так не делается, поэтому все-таки мы ее сломаем. Что еще надо еще сделать? Давай. Можно убрать за собой, а то как-то неловко в таком виде все оставлять. И можно будет уже закладывать кирпичами, ну, точнее блоками. Но это уже буду не я делать. Доверим это профессионалу. Далее приступаем к черновой отделке. Прокладываем провода, делаем сантехнику и штукатурим стены. И на все это мы потратили 360 тысяч рублей. Осталось всего 630 тысяч, а квартира выглядит так же. Теперь возникла задачка со звездочкой. Заменить батареи. Почему со звездочкой? Расскажу обо всем по порядку. Да, скоро 1 декабря, и ЖЭК поставили нам
такие условия, что либо сейчас меняете, пока еще на улице плюсовая температура, иначе уже только весной 2025 года. Так как мне нужно было срочно здесь и сейчас, сегодня поменять эти батареи, утром я зашла на сайты искать, где это что есть, но я как бы точно знала, что мне нужны черные, матовые, отечественные, и, конечно же, чтобы это поместиться в мой бюджет. Но, как ни странно, я нашла радиаторы под наш флиперский бюджет на Home Hit. Все думают, что там каких-то все нереальных цен стоит, но вообще абсолютно адекватные. Я сама не знала. Примерно сколько они стоили? 13, 14, 14 тысяч рублей округлим. Алин, смотри, дверь ты уже сломала, стены ты вот там тоже ломала, микроцемент делала. Мне кажется, пришел момент, когда ты установишь сама батареи. Что, у нас снова проблема. Мы едем в строительный магазин покупать монтажные комплекты. Поехали быстрее. У нас осталось 2 часа до 7 часов, потом шуметь нельзя. Какой у тебя пока что самый большой косяк? Вот перед соседкой мне прям так неловко. Наверное, месяц точно никто нам не давал ничего знать, никто из соседей. А потом пришла соседка с возмущениями. Ах вы гады такие, твари. У меня нету света в квартире. То есть она сначала думала, что у нее просто лампочки перегорели в люстре. Я купила антилампочки, вставила, а света нет. Она подумала, наверное, люстра сломалась тогда. Вызвала электрику, чтобы ей люстру там это починили. И электрики, когда ей эту люстру сняли, она вместе, знаешь, с куском провода сняла. Она ни к чему не была подключена. Она вызвала ментов. Она оставила сообщения на дверях и прочее. Короче, мы купили квартиру, там уже была сделана стяжка. Тут просто рабочий решил ее там подремонтировать в некоторых местах. И там в каком-то месте просто он увидел, что какой-то провод в этой стяжке, он подумал, что это наш провод, старый. Но он и выдернул ее. И так она поняла, что проблема не в ее люстре, не в лампочке, а что это проблема в нас. Но на самом деле очень такая интеллигентная, приятная женщина. Как бы она вошла тоже в наше положение, поняла все и... Как мы и сказали, приедет проверенный человек, проверенный электрик, все вам сделает. Она сейчас счастлива, довольна, все у нее работает. Ну вот так с соседями и познакомились. Так, монтажный набор. Вот сверху 1, 2, надо 3, 4. Да, нужно черного цвета, белого не подойдет. Нету черных. Блин. Может, на складе есть? Спроси. Вы не подскажете? Мне вот нужен монтажный комплект 3/4 черного цвета. 3 штуки. Значит, 3, я уверен. 2 есть. Я кому-то в лотерею выиграла. Погнали быстрее, чтобы успеть батареи поставить. Мы забрали последние. Больше там таких нет. Так что если не эти, то ничего. Обычно натяжной потолок натягивают уже в самом конце, когда есть пол и покрашены стены. Но мы будем делать это сейчас. Все ради эксперимента, который никто до меня не делал. Однако он мог мне стоить целого потолка. Я вот не знаю, надо было стены закрывать или... Не надо. Чтобы все написали комментарии, что она делает, почему она не клеит малярный скотч. Да, наверное, надо малярный скотч наклеить. Сейчас я это исправлю. Здесь шкаф будет и не видно, поэтому... Сколько стоила бы покраска потолка? Да не так дорого. 1000 рублей за квадратный метр покрасить потолок. Но прикол в том, что гипсокартонный потолок – это сразу плюс 30% к смете. Штукатурить потолок, тогда ты не сделаешь проводку. А у нас вся проводка идет по потолку. Соответственно, натяжной потолок – это самое выгодное, быстрое решение для того, чтобы сделать ремонт. Пойдем быстрее малярным скотчем клеить, пока это все не испортилось, не высохло. Ты прям здесь с камерой? Конечно. Смущаешь меня. Что ты сегодня выбираешь? Ну, короче, есть такой лайфхак, использовать вот такую вот бумажку с дыркой. Да, вот так вот смотришь, да, кажется, о, цвет вроде подходит. А вот так прикладываешь, и нет, нифига не подходит. Вот это что за материал? Что из этого будет сделано? Это пленка, это двери. Я хочу сделать, короче, не двери под покраску, а наоборот, стены под покраску, как двери. Понимаешь, типа как будто это встроенная дверь. Все, подкат.
Наконец-то настал этот день, когда мы покрасим пластиковые окна в цвет графита. В этот раз я буду умнее и сразу использую малярный скотч для защиты, чтобы потом не отдирать, не перекрашивать, не заниматься всей этой ерундой. Грунтовать мы не будем, потому что я купила специальную краску для ПВХ окон, которая уже с грунтовкой. А у тебя есть ощущение, что ты портишь окна? Да, у меня ощущение, что это плохая затея. Ну, как бы... Но ты продолжаешь. Пути обратно нет. Так, ну к идеалу мы не стремимся. Просто должно быть красиво, с таким шармом, с душой. Но финальный результат вы увидите в конце. Поэтому смотрите до конца. Мы сегодня здесь убираемся, вешаем шторы и делаем хоумстейджинг. А что такое хоумстейджинг вообще? Это когда ты стилизуешь свой дом. То есть мы расставим вазочки, фотографии какие-нибудь, рамочки, всю вот эту вот историю. Есть промежуточные итоги? Да, я недовольна результатом, мне вообще не нравится. Что не так? Это все не так. С белым цветом гораздо проще. Когда у тебя белые стены, ты всегда можешь так хоп, где-то подмазать и не видно. А тут нет, ты не можешь просто подмазать, и приходится всю стену перекрашивать. А Миша заметит все эти косяки или его... Конечно, заметит, будет меня пальцем так тыкать, как декан в университете. Кто это сделал? Тут неправильно, здесь пятно, тут косяк. Ну, нам осталось только показать ему эту квартиру. С Богом. Ну что, мы наконец-то, вроде Арина доделала квартиру. Пойдем смотреть, что там у нее получилось. В прошлый раз мы, значит, были... Тепло было вообще. 3 месяца назад, это был октябрь. А сегодня у нас 3 января. И 3 января мы идем смотреть квартиру, что там понаделала Арина. Она раньше делала только белые квартиры. И я ее заставил сделать что-нибудь другое. Сейчас прям, посмотрим, что у нее получилось. Как холодно. Тут что, новая плитка? Ну, подъезд, люкс, смотри, тут даже плитку меняют. Мало кто знает, кстати, я как-то у своей мамы в Полевском починил подъезд. Она тебя попросила? Ну, он же убитый был. И я, кстати, тоже в детстве его тоже нормально поубивал. Пожег там спички. Я написал заявление на РосЖКХ, и они мне починили просто подъезд. Прикинь, просто одно заявление, и у тебя починенный подъезд. Рекомендую. Ну что, заходим. Фух, с Богом. Привет. Привет. У тебя тут что-то получилось? У меня тут все бежевенькое. Мне свет в глаза пока долго, я что-то не вижу. Блин, зачем ты пришел в очках? Почему? Ну ты же все будешь недочеты видеть. Снимай их А я, скорее. кстати, в очках меньше вижу. Да? Отлично, отлично. А куда можно повесить? Ты Там должен- же все говорили, типа, а где у нас тут шкафы? Давай сразу показывать, где раздеваться. Вот и мы Вот здесь. пришли, Повесь на моё. раздеваемся. Это шкаф вот этот, да, вот как ты завещала, просто ЛДСП. Да, на такие планки на петли прикрепили, и вот они так держатся. Ну Да. и полочки нарезали. Ну, типа, в целом, как в Советском Союзе, просто на более современный материал. Темнушка такая. А ты их красила с этой своей Все в краской? цвет. Я тут все покрасил, потолок, даже светильники, смотрю, покрашены. Бля, у тебя тут даже вон Shadow Gap есть, и потолки покрашены. Я не понимаю, что это за Всё, слово, потом погуглю. Теневой шов. А, да, здесь теневой плинтус. Да. Это, кстати, натяжной потолок. Ну, ты Да, понял. вообще, да, не, круто выглядит. А давай сразу в ванну. Там, я помню, ванна была, там смердило, воняло. Сейчас так же? Да, и все белое, как в больнице. Хдыщ. Ого. А что-то поменяли, по-другому же ванна была. Тут вот здесь была дверь. Да, дверь была здесь, но мы здесь делали, Шкаф? да, в которой как раз у нас стиральная А. машина. Да ладно, это, подожди, это стиралка вот такого размера? Да. Типа вот, сколько это сантиметров? Не знаю, 20, 30? И что там, что-нибудь влезает вообще? Туда влезает вот ровно рука, вот одна ладонь туда влезает. Сколько здесь килограмм? Ну-ка, 4 килограмма. Мощно, конечно. Смотри, вот здесь эти счетчики. А там розетка под Wi-Fi роутер, Да, да? и там провод под роутер тоже выйдет. Ой, роб, ты смотри какая.
Я свет сделала, как ты делаешь. Мы сейчас это по-другому делаем. Это же старый Опять не проект. успела. То есть это Опять в ты... тренды не попала. То, что мы сделали, это 3 года назад мы проектировали. Из-за того, что вот эти точки, они же, ну, вниз светят. Какой там фильтр в виде Не, красиво. А да, включим, давай. Ой, ну не, все равно. не слепит. Тени остаются, видишь? Ну вот тут только нету, ну тут и Вот. темно. Так на то и расчет был, что ты, когда подходишь к зеркалу и умываешься, то ты себя видишь очень красивым человеком. Самый кайф, конечно, когда у тебя вот это зеркало подсвеченное, и это, ну, И круто можно вот вообще. так вот. Блин, ну если честно, вот та белая была пизжа. Я же говорила, он все зафукает. Вот это все из богатого. Знаешь, вот, Ага. типа 10 лет назад это в Мерлене недоступно было, это только в богатых интерьерах было. А это и 10 лет назад было. Поэтому надо это будет в следующий раз Так поменять. что это только наполовину по-богатому. А вот радиатор классный. Это что? Home Heat. Home Heat? Он, кстати, недорогой. Полотенчик вообще люкс. Тут еще пипок так много. Тут типа можно повесить много их. И снизу, и сверху. Прям удобно. Ну, классный. Давай здесь, давай здесь повесим сколько? Здесь обратно. меньше метра? Вот это. Помнишь, здесь был такой коридор, он Да. из 120 сантиметров в 80 приходил. Вот Да, так, да, такой да, трапеции. да, да, да. Но мы его выровняли в ровную. Слушай, ну люкс, конечно. Вот это вот вы зря сделали. Шторой-то надо закрыть. Трубу вот так закрыть надо, видишь, вот так вот. Все, спрятали трубу. Хоумстейджинг от Михаила Шапошникова. Дорого. О, ничего себе, это у тебя флос Вот уже близко разбила, не да? снимай. Снимай очки быстро, ты не должен был этого видеть. С этой лампой, кстати, проблемы большие. Я же их несколько раз уже собирал. У нас даже есть видео, кстати, как я оригинал. сложно Оригинал собирать её. собирал. А это не оригинал, это же такая. Это Алиэкспресс. Сколько стоит? В районе 15 тысяч. Это дорого? Дешево для света, конечно. Это у нас Виват. Да. Смотри, вот люди будут копировать, типа делать так же у себя. Вот этот цвет, это какой у Вивата? Крем Силк. Это что-то новое, да? Потому что я когда Да, смотрел, раньше не у них было. такого не было. У них такие двери, такого красивого цвета были. Так. А кухонь такого же цвета не было. И буквально недавно, пару месяцев назад, они в точно такой же отделке сделали фасады кухонь. Офигеть. А ты где колеровала? В Деруфе? Да, в Деруфе. Короче, на все, что здесь есть, все будет в ссылочке в описании. Там в посте в Телеграме. Но только если они будут хорошо себя вести, там в комментариях гадости не писать. Вообще в монохромном интерьере, бежевом, самое Да. главное подобрать цвет стены, цвет кухни и цвет двери. Да. Сложно, капец. Ну, цвет дивана. Ты поняла уже, да, что это еще. сложно? Очень сложно. Я сейчас смотрю, это, конечно, они фасады делают невероятные. Никто не делает так. Но мне больше всего нравится то, что это модульная кухня, и она есть в наличии. А мы будем фасад купать? Короче, они мне дали образец фасада и сказали, что его можно искупать в воде. и Давай. ничего не будет. Это МДФ в пленке PET. Кладем. Надо, Раз чтобы такая водичка пленка. набралась. Ну что, на час оставим, сейчас пока подсъем, посмотрим сейчас через час, что будет с фасадом. А что, кстати, у них же появились квадратные столешки. Не знаю. Вот я буквально 2 недели назад эту столешницу покупала, и ничего там не появилось. Появилось. Но если выбрать, вот стоит 2 столешки, типа одна скругленная, другая квадратная. Ну квадратная это просто божество воплоти. Я прямо вижу, что здесь богатством пахнет. Мне очень нравится вид здесь. Вот, мне очень нравится, когда, видишь, машинки ездят какие-то, дорога такая. Ну, оживленно. Не сильно живая, то есть немножко иногда машинки проезжают. Здесь, мне кажется, ночью будет кайф. А летом тут еще и все зеленое, вообще кайф. А ты ничего тут не заметил? Ты окна покрасила, да? Да. Не надо так близко смотреть. Слушай, ну он не отковыривается. Вот так я сейчас Ну, ковыряю. ты прям нормально поковыряй чем-нибудь. Ну не, ну зачем сильно-то? Она такая, как прорезиненная немножко Ну краска, да, да. и она такая тягучая, в общем, я думаю, с ней ничего не произойдет. А это сразу, да, в цвет? Или Это, да, покрасить? сразу готовый подоконничек. Готовый подоконничек сразу в Может- цвет. Ну у тебя тут радиаторы, смотрю, стоят. Прикинь, эти радиаторы, они выиграли премию Red Dot в 2021 году, так же, как и твоя кровать. Так что у меня дизайнерские радиаторы. Согласен. Ты не стала объединять тут? У тебя же была дверь Нет, какая-то. мы все оставили, все стены А. оставили так же, как они стояли, плану А, БТИ. Ну погнали. Мы дверь только замуровали, помнишь, там дверь была деревянная? Ёперный театр. Ну, прям богатством пахнет. У тебя прям это, да, много тут такого арта. Вот это, наверное, тоже 3 копейки, да, стоит? В цвет, да, попал тоже в стену? Да, да, вообще очень. И тут вот видно, что потолок прям хорошо попал в гамму.
перекрашивали, да, что-то? Все придется теперь перекрашивать. А диван как тебе? Кстати, ну, нормально, более Лучше, чем бока? Ну, Я сначала хотела сюда боку. Ну, Да. стрельнуть у тебя, понимаешь, на съемку. мы на самом деле хотели сюда поставить. У нас недавно проходила выставка BIF 2024. И там у нас был стенд с диваном, красивый такой. Там были колосья. У нас было 200 тысяч колосков. Мы заплатили за эти колоски 700 тысяч рублей. Что? Да, Сумасшедшие. прикинь, Ко прикинь. мне на дачу бы съездил, там до сих пор эти колоски в поле стоят. Я в следующий раз к тебе обращусь, вопросов нет. С этой выставки остался диван. И я думал, что мы часть этого дивана сюда и поставим куда-нибудь. Но он, да, не влез, тут что-то совсем маленькая комната. Вполне может быть, он влезет в какую-нибудь одну еще квартиру, но это потом вы увидите. Мне Ну, кажется, выглядит, а сколько стоит? В районе 35 тысяч рублей. Ну, показывай, там балкон же у тебя есть. Ой, балкон давай не будем Застеклила? смотреть. Конечно, застеклила. Там напротив Таганское УВД с решетками. Все соседи приличные, потому что тут рядом хорошая... Таганская ОД. Да. Ну, давай, показывай. Слушай, ну люкс получился. Мне вот А у самый тебя любимый светильник? это светильники. Вот Да, это включи светильники? его там. Смотри, как они прикольно светятся. Вау. Прикольно, да? Ой, Миш, лучше не заходи туда, там ничего красивого А нет. что ты здесь не стала красить, да? Ничего классного нету здесь. Ого! Да. Смотри, тут подсветка. Блин, это так круто на самом деле смотрится, когда ты смотришь на балкон с улицы. Прям Да? сразу, да, интересно, кто там живет, что Богато. такое светится, да. Да кайф вообще. Пойдем туда. Ты говоришь люкс, люкс, а для меня вот это люкс. Это прям Да? как в ЦУМе ВИПе. Ты был там когда-нибудь? Нет, конечно. Нет? По-твоему, я Ладно, какой-то смотри. богатый, что ли? Свежий запах. ЛДСП. ЛДСП. Я честно не понимаю, когда типа гардероб маленький и за такой вот стеной. Как будто бы лучше это место отдать комнате, чтобы было больше А простора. барахло где все хранить? Так Сумочки, двери. туфельки. Двери закрой. Нет, ты не смотрел «Секс в большом городе». Там у Кэрри Брэдшоу была гардеробная своя. Но вот сама ощущаешь, что как бы сам интерьер, ну, богаче, Да. дороже, Мгм. чем белый. Да. Ну почему я белый делаю? Потому что я не умею с цветом работать. Я же не дизайнер интерьера. А сейчас вот, ну, А тут с тобой ну, пообщалась, подучилась. да, подсмотрела у тебя, у Аленки подсмотрела чего-то. вот так вот, чтобы потолок был крашеный, это только в люксе есть. Ни один флиппер так не делает. Сейчас, конечно, начнут флипперы делать, потому что все-таки Арина теперь самый популярный в российском Рунете флиппер. Все копировать ее интерьеры. Мы с первого выпуска сравниваем, что будет выгоднее. Вложить деньги в биткоин, просто в доллар, или вот заниматься флиппингом. 3 графика. Ты будешь смотреть на этот график, такая, ну нет, ну все, харе, все, пошла в биткоин, и как раз купишь на хаях, и все обвалится, и нахер потеряешь бабки. Блин. Кайф? Да? Нет, не кайф. Ну честно, если смотря на этот график, то я облажалась. Почему Ну облажалась? потому что недвижимость это в этом году это невыгодно. Ну ты продаешь в итоге, как у тебя вообще? Ремонт обошелся где-то 1 Слушай, 800 000. ну это же крутая локация, это Да. прям вот, ну типа близко, это же внутри трешки. Но если я ее продам, я заработаю очень много денег. И за сколько ты продала в итоге? Не скажу. Я, конечно, не суеверная. Ну, за столько, за сколько хотела. Да, за сколько озвучивала в этом видео. Все, не будем говорить, да? За сколько? Ну, умные догадаются, там, плюс-минус дебет с кредитом там сделают и Мгм, поймут, мгм. за сколько купила, за сколько продала, сколько заработала. Ну, кстати, ну и что, я тебя поздравляю, ты сделала прекрасную квартиру. И заработала ты причем на ней довольно неплохо. Со следующего видео у нас стартует хата на прокачку, где мы сделаем квартиру. За 200 тысяч рублей. Я уже сам предвкушение, как это будет, потому что это реально вызов. Это тебе не 1,5 миллиона тратить, деньжищи вот эти. На самом деле для меня это тоже эксперимент. Ладно, ремонт санузла можно сделать за 200 тысяч, но всей квартиры. Да, всей квартиры. Там Надо тогда всю хату сделать. Там например. тогда получится реально шаурма. Короче, совсем скоро, ну как обычно у нас, выйдет ремонт квартиры за 200 тысяч рублей. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока. Итак, у нас прошло полчаса. Ну не стали уже час ждать. За полчаса тоже тут любой было. фасад развалится к чертям. Да, смотрим. Тан-дан-дан-дан.
Что, вздулось что-нибудь? Да нет, Блин, вещь, да? офигеть, блин. Я больше чем уверен, что с любой кухонщик скажет, это невозможно. Виват, бомба. Прошел тест-драйв.